Сейчас будем точить ножи. Вот охлаждающая жидкость, вода. Вот он ножик. Включаем и начинаем. Формировать кромочку. Пожалуйста, вот он, подвод со второй стороны. С одной, с другой стороны. Это вот и есть острота ножа. Буду как-то надо поудобнее поставить. Через камень туда лезть нельзя. Биение убрал, но не совсем. Станок двигается. Делаем вот такой подводик с двух сторон. Делаем подводик. Пожалуйста. Вот он, видите? Вот, сейчас с другой стороны. Макаем в водичку. Не забываем. Вот с другой. Пожалуйста, вот он. Ну все, в принципе. Выключаем. Вот поставил резиновый вулканитовый круг. И сейчас немножко полирнем кромку, чтобы заусенцы убрать. Круг вращается на меня вот так вот, как вот когда мы точим. На лезвие ни в коем случае нельзя, это резина. Она закусится, ножик выбьет, может травма быть. Только в обратном направлении, то есть вот так. Вот камень сюда крутится, вы, значит, держите вот так, кромкой вниз. Сюда, сюда. Вот. Включаем станок и начинаем полировать кромочку. Вот раз провели, два провели, и в другую сторону. В принципе, вот она кромочка получилась. Очень хорошая. Вот мы точили, сделали вот подводик. Вот с другой стороны подводик. И отполировали его. Вот хочу заточить ножик через воду, чтобы камень был в воде. А на электро точили, этого не получится, потому что вода сразу начнет брызгать. Потому что обороты здесь большие. И вот что я, значит, придумал. Убрал я зажим с камня, сделал вот такой вот, загнул гвоздь, вот такой вот на газе, и сделал ручку. Берем, вставляем болт и прижимаем гайкой ручку. Ну вот сейчас сделаем, чтобы камень опускался в бутылку. Вот примерно так.
вот камень в воде. Пожалуйста, вот. Начинаем точить. Берем ножик, ставим на подручник и начинаем. Вода нужна как заточная жидкость. С ней начинает как бы мягенько точить, лучше снимать металл. И перегрева кромки нету. Вот, начинаем. Очень хорошо точится. Многие японские ножи затачиваются вот именно по такому способу. Камень через воду. Еще разок проводим. Очень хорошо формирует кромку. Ножик очень острый. Обороты маленькие, кромка не перегревается. С водичкой лучше снимается металл. Вообще металл с водой очень хорошо снимается. Это я сделал на скорую руку, как заточить. Наточили там очень сильно обороты, 3000 оборотов, ну 1500, пусть 900. Очень большая вероятность, что кромку вы перегреете. А здесь прям затачивается вот как вручную. Это ручной способ и есть. Очень простой способ. Буквально там за 10 минут его можно сделать, за 15. Нож очень острый, вот. Вот. От бутылки, вот они эти от пластиковой бутылки. Очень хорошо режет. Точить вот такой вот ножик. Производство СССР. С помощью вот алмазных дисков. Попробую вот двумя. Сначала буду крупным. Вот он. Написана вот маркировка. АССР вот эта связка. И вот она, зерно 200 на 160. Это самое, по-моему, крупное зерно в алмазах. То есть вот в кругах, в абразивных. Начну вот с этого, с крупного. А вот это тут неизвестно. Только резцом снял. Облегчали диск. Это вот самодельно уже делали. Облегчали вручную, то есть на токарном станке. Не знаю зачем, но приобрел я их на блошином рынке у дедушки. И вот сейчас начнем. И вот я еще в конце, значит, наточу на алмазном. И вот резиновый круг. Значит, сниму потом еще подточу на резине, на вулканите. И вот начнем мы вот с этого, с неизвестного, с неизвестной маркировки. Включаем. Мочим ножик в водичке и начинаем. Вот смотрите. Ну вот все снимает. Это мелкое зернышко. Можно было с крупного начать. Ну ладно, я уж мелким наточу. Потом другой ножик попробую на крупном. Вот мелкое зернышко. Смотрите, вот одну сторону снял. Смотрите, без задиров, без всего. И с другой стороны.
Одну сторону раза 3 провели, чувствуем. Заусенчик появился, то есть на эту сторону он вышел. То есть я точил здесь, он вот на эту сторону вышел. Сейчас будем с этой стороны убирать его. Ну, глядим, вот, пожалуйста, с этой. Намочим. Водичку надо было в ноги поставить, потому что через круг, как бы, по технике безопасности тянуться нельзя. Ну ладно. Неудобно снимать будет. Ну, смотрим, все. По ногтю вот сейчас проверим. Очень остро. Вот. Ножик наточился. Так, этот круг мы посмотрели. А сейчас мы проверим на другом круге. Выключаем. Вкладываем ножик. Ну, алмаз, в принципе, ему все равно, что точить. Что керамику, что стекло, что металл, что победит. Ножик ему это вообще как пластилин. На нем твердосплавы затачивают. Вот его мы сейчас и попробуем. Так. Макаем в воду. Я вообще левша, мне справа неудобно. Ладно. Заливаем. И начинаем. Смотрим. Вот. А здесь получается риски вон крупные. Видите? Потому что зерно 200-е. Фасочку снял. Кончики плохо снял. Главное же попасть в эту фаску. Вот она, я попал. Ну, давайте еще со второй стороны. В принципе, он уже довольно-таки острый. Ну вот. И на вулканите он, значит, круг вот сюда вращается. Значит, на меня будет вращаться. Ни в коем случае не режущей кромкой на него. Иначе он задерется, как ударит, ножик вылетит. Это же резина. Только вот в обратном направлении, кромкой вниз. Вот так. И вот сейчас начнем. То есть вот держим. Сейчас будем риски снимать. Раз провели. Заусенчики убрали. И второй. Раз провели. Заусенчики убрали. И два провели. Заусенчики убрали. И теперь на листочке проверим. Вон, посмотрите, как режет. Один раз только провел. Вот решил заточить вот такой вот ножик с помощью диска зачистного от болгарки. Наждачный камень. В связи с ремонтом у меня тут в квартире все кругом расставлено, я не могу их найти. Вот нашел диск. И вот недавно точил я вот такие вот посадочные на болгарку. Вот они, две шайбочки. И вот сейчас с помощью их заточим. Вставляем один. Это обычные шайбы.
В принципе, и не нужна. Она и так плотно сидит. Она немножко на конус, она тоненькая. Вот это 6 миллиметров. Так вот, по идее, она будет туда-сюда гулять. Но я сделал под конус. Она надевается и дальше не пролазит. Поэтому можно уже крепить. Все, село. Сейчас затянем. Все, затянули. И начинаем затачивать. В принципе, сейчас заточим. Все, ножик острый, ноготь режет. Еще немножко пройдем и все. Пасочку сделали такую. И здесь сейчас разок пройдем. Все, ножик готов. Спасибо за внимание. Сегодня хочу заточить вот такой керамический ножик на алмазном диске. Вот посмотрим сейчас степень его затупления. Вот, в общем, листочек. И вот попробуем прорезать. Ну, как бы еле-еле. Вот, смотрите, еле-еле пилит. Цепляет. Ну, сейчас вот скребет. В общем, не режет. Сейчас попробуем заточить. Ну, вот такое. Сейчас попробуем заточить. Зернистость тут средняя. 160-125 написано на чашке на алмазной. Вот сейчас попробуем на ней. Самая высокая, по-моему, это 200. 200 на 160. Ну вот начнем. Включаем и начинаем точить. Точим как обычный ножик, просто на алмазе. Вот посмотрим. Вот, пожалуйста, видели, заблестело. Вон искорки, видите, небольшие. Смотрим. Тут уже ногтем кромка не цепляется. Вот, смотрите, видели, побелела. Давайте посмотрим. Давайте с другой стороны возьмем. Давить сильно не надо. В принципе, ну и третий раз. Поглядим. Вот она. Еще надо точить. Это листочек попробуем. Ну, уже, видели, уже лучше дело пошло. Видели, как пили? Вот. Давайте еще продолжим. Вот, так, налил воды, смочу-ка я все это дело. Все равно охлаждающая жидкость нужна. Вон, видели, камень аж побелел от керамики. И начинаем дальше.
Кромочка формируется. Еще разок и на другую сторону перейдем. Вон, смотрите. Тут вода. Тряпочку надо. Вот, видели? Вот она уже. А вот на этой стороне вот этот вот подводик надо посильнее. Значит, вот на этой стороне надо побольше поточить. Ну, как бы делаем небольшой, как бы спуск. Вот. Смотрим. Что-то начало появляться. Вот тут можно даже по искре смотреть, где цепляет. Как только искра, если переходит на самый кончик, значит зацепил кончик. Если искры на кончике нету, значит ты кончик не зацепил. Так. И на другую сторону уходим. Вот, пожалуйста. Сейчас вытру. Смотрите, вот он спуск. Вот еще надо немножко снять вот здесь. Смочить надо. Вот такая вот работа. Смотрим. Вот, уже скоро попаду. Вот. Вот сейчас вот уже другое дело. Вот, друзья, ножик очень острый. Берем листочек и начинаем. Ну, в принципе, вполне сносно. Но вот керамические ножи нужно точить на алмазном диске.